Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас. Мы сегодня вдвоем с Юрой направляемся в нашу любимую землянку. Снег уже весь полностью растаял в лесу. И идти намного приятнее, чем это было зимой, когда мы здесь ныряли по пояс. Да, если кто-то не видел, зайдите в предыдущие наши видео, посмотрите. Очень забавно и весело на это наблюдать. Но теперь говорят, что клещи в лесу в огромном количестве, но мы их пока не наблюдаем. Будем, конечно, смотреть одежду. Вот. Ну, нам осталось идти где-то минут 20, наверное. Мы сейчас решили попить чайку. Вот. Не знаем, что нас ждет в землянке, потому что мы давно там не были, да? Да, я не был месяц там, а ты, наверное, и того дольше, целых 2, наверное, Два, месяца. наверное, да. Бычки даже есть. Ничего себе. Ну вот мы и добрались до нашей землянки. Как вы видите, в очередной раз ее посещали гости. Здесь у нас костровище новое с пивными банками. Лавочка, на которой мы здесь сидим, тоже импровизированная, не нами созданная. Пока еще не заходили мы с Колей внутрь, не смотрели, что там. Но радует одно, то, что эту землянку не затопило. Все-таки песок, здесь много песка, и из-за этого влага вся быстро впитывается. А в лесу красота. Снега нет вообще. И воды как таковой нет. Все ушло в песок. Хорошо, что здесь такая порода под ногами. Нет луж, нет каких-то болот. Просто песня, а не лес. Птички распеваются. В общем, находиться здесь одно удовольствие в данный момент. Ну, как вы видите, в последнее время землянку стали посещать не очень аккуратные люди. Вот кучу мусора после себя оставляют. Кучу сигаретных бычков нашли мы. По лесу еще кучу свежих банок от спиртных напитков. Вот. И мы тут подумали, что же будет летом, в теплое время года. Сюда начнут ходить масса народа, может быть, не слишком трезвого. И это может все довольно-таки плачевно закончиться. До пожара даже дело может дойти и лес пострадать. Да, Коль, ты прав. Эта землянка наша становится все популярнее и популярнее. Она превращается не в уютное какое-то скромное гнездышко, где можно отдохнуть от города, а превращается в какое-то публичное место. И мы посоветовались с Колей, долго обсуждали это все, читали комментарии ваши, конечно же, и пришли к выводу, что все-таки ну, наигрались мы в эти игры с землянкой, по крайней мере, в этом месте. И чтобы никакой беды здесь в лесу не случилось, нам придется ее все-таки разобрать. Да, это в первую очередь для безопасности делается. Для безопасности леса и тех не слишком, скажем так, чистоплотных людей, которые сюда повадились ходить. Ой, грустно, конечно, столько сил, столько души сюда мы вложили. Я уж не говорю про все остальное.
но у нас нет другого выбора. Нет. Да, мы не хотим нести ответственность, переживать за то, что здесь происходит, думать об этом. Мы строили это место для того, чтобы отдыхать от города, а не для того, чтобы думать о том, что здесь происходит каждый раз, и кто ее посещал, и все ли здесь хорошо. Бесконечные переживания об этом, а теперь еще и с наступлением теплого времени года будут только усиливаться. Поэтому мы считаем, что правильным решением будет все-таки разобрать это наше строение. Но разбирать мы ее будем не сегодня. Сегодня мы здесь проведем последний, так сказать, уикенд, последние выходные в лесу. Проведем их вместе с вами. А уже завтра начнем заниматься основными делами, так сказать. Пока нас в землянке здесь не было, птиц, естественно, кормить тоже некому было. Но я нашел в наших запасах здесь, я не знаю, кто это оставлял, не знаю, мы, не мы, я даже не помню, пшено какое-то. Поэтому вот я его и насыплю птицам. Обычно я им, как вы знаете, овсянку насыпаю. Но овсянку я сегодня забыл. Снег ушел, уже мне не видно, сколько там. Но поползни отсюда так и не улетали. Вот мы с Колей как пришли сюда в землянку, они все так же здесь летают. И помимо них еще другие всякие птицы, пока неизвестные, нам нужно полазить в Википедии и поизучать этот вопрос. В землянке полный порядок, к счастью. Сырости нет никакой. 7 градусов показывает. Никакой воды нет, никаких подтоплений. Как хорошо, что здесь песок. Вот. Ну, сейчас, наверное, печь затопим, чтобы маленько здесь согреть воздух. Потому что на улице теплее, чем в помещении. Ну и будем располагаться, наверное, дровами заниматься. Ну и что-нибудь приготовим к ужину. Дрова у нас здесь есть. Ну, заготовим мы с Колей еще сегодня. Благо теперь пилить нам проще из-за того, что снега опять же нету. Обратил внимание тоже, что масло и бензин для бензопилы тоже у нас здесь все на месте, нетронутое. И помимо этого мы с Колей заметили, что здесь домовенку у нас кто-то презент оставил. 100 рублей закинул ему. Вот. Мы посовещались и пришли к выводу, что когда мы будем разбирать завтра эту землянку, эти деньги мы заберем с собой. А человек, который их здесь оставил, пусть напишет или позвонит мне или Коле, и мы эти деньги ему вернем. Мышиный помет обнаружили впервые за все время существования землянки. Мыши, походу, сюда все-таки дошли. Приходится все убирать в экстренном порядке. Потому что ничего хорошего это не сулит здесь. Пока я тут занимаюсь приготовлением обеда, к нам пришел на обед еще один гость. Ну, точнее, не гость, а местный житель. Вот, слышите, как он, какие звуки издает.
Если его по усам щелкнуть, то он начнет вот так вот трещать. Это жук-усач. Это как раз, по-моему, те жуки, которые древесину едят. Да-да-да. Ну-ка, Коль, щелкни его по усам. Короеды. Ну, наверное, спит Да. еще. Пущу его. Не хочет. Прибрались в земляночке. Нашли вот такую табличку любопытную. Кто-то нам ее оставил здесь. Вот уже 25 градусов. Печка растопилась хорошо. Хотя не хотела очень растапливаться. Дрова, видимо, сырые были. Сейчас жарит хорошо. Сейчас немножко еще напилили, накололи дров. Вот березушку принес. Разобрал лежак. Стало попросторнее маленько. Всю дорогу, пока шли к землянке, я искал сегодня подснежники, но не мог найти. Ни одного не было на пути. А вот здесь рядом с землянкой сейчас нашел. Они только-только вот прямо раскрываются. Ну что, дорогие друзья, можно с уверенностью сказать, что сезон шашлыков объявлен открытым. Присоединяйтесь тоже к нам, выбирайтесь на природу и жарьте мясо, шашлыки. Так. Да. По-дикому. Запах. Сразу вспоминается, когда мы только начинали землянку строить, также в этом месте разжигали костер и жарили шашлык. Было дело. В очередной раз Юра будет мариновать мясо. Да, уже темнеет, а погода шикарная. Сидеть внутри в помещении не хочется, поэтому будем с Колей сегодня вечером готовить мясо здесь у костра и любоваться природой. Прошу, маэстро, приступайте. Нам понадобится, собственно, само мясо, да? Филе порежем на Филе кусочки. куриное, да. Есть такой вот соевый соус, мы нашли. В качестве маринада будет самое то, да, Юр? Но он нам больше нравится, чем сметана или майонез, когда добавляют. Он и соленый одновременно, и приятный вкус дает мясу. Отлично. Еще приправки добавим, наверное. Приправу, да, для курицы у нас, для шашлыка здесь все есть. Потрясающе. Костер заходится. Печка горит, топится. В лесу тишина.
птички поют пока еще. И слышно дятлы, кстати. Вообще эмоции настолько яркие у нас, что не передать словами. После такой дикой зимы, просто дичайшей, наступила такая потрясающая весна, все растаяло. И самим не верится, что вот так вот запросто можно ходить по лесу теперь без всякого напряга в виде сугробов по колено. Да какой по колено? По пояс. Не знаем мы с Колей, как раньше обходились без этого чуда техники. Тяжело, конечно, было. Сами знаете, когда мы строили эту землянку, строили мы ее при помощи электропилы и обычной ручной пилы. Тогда у нас еще не было такого агрегата. Ну вот, дорогие друзья, и наступил уже вечер, солнце село за горизонт. А мы продолжаем с Колей ужинать шашлыком, приготовленным на углях на улице возле землянки. Ничего у нас по питанию не изменилось, как вы видите. Все тот же рис, все те же помидоры черри и шашлык из куриного филе. Ну, денек у нас такой лайтовый получился. Мы сегодня пилили дрова, кололи. Дрова нам необходимы были для углей, с помощью которых мы делали шашлык. И, собственно говоря, для печи. Заготовили тут определенное количество, на ночь, думается, хватит. Ну, вообще, конечно, грустно, дорогие друзья, осознавать тот факт, что мы здесь вот с вами за этим столом, на фоне этой стены, вот, на фоне этой вот замечательной картины, оставленной нам Андреем, сидим в последний раз. Как это не грустно осознавать, потому что завтра уже землянки этой не будет. Ножом по сердцу, но нам придется это сделать. Ну, уже говорили неоднократно, почему и зачем мы это делаем. Так что будем ужинать. Всем приятного аппетита. Рис, кстати, не соленый. Но это и хорошо. Правильное питание. Всех с добрым утром, друзья. Погода за окном сегодня пасмурная. По прогнозу обещают весь день будет мелкий дождь. Будем сейчас завтракать. Нашим традиционным утренним блюдом это омлет из 10 яиц. Ну а после завтрака мы потихоньку будем собирать вещи все отсюда. Ну, что-то скручивать, снимать. Вот. И тихонько уже мы будем приступать к разбору землянки. Надо будет снять песок с крыши и добраться до этих жердей. Ну а потом уже дело техники с помощью бензопилы. Планируем разобрать крышу. Вот стол мы разобрали. Коля вытаскивает оставшиеся уголки. Теперь будем вытаскивать оставшиеся все вещи отсюда, разбирать лежаки, вытаскивать нашу печку.
Домового мы уже забрали. И останется нам крышу лопатами раскидать песок сверху. И уже начнем ее распиливать. Сейчас заметили дым из той стены, где стоит печь. То ли дым это, то ли что, то ли смола плавится на бревнах, непонятно. Наверное, землянка почувствовала, что мы ее хотим разбирать, и дала нам такой стресс. Ну, сейчас устраним все. Все задние ножки просели. Видимо, она прислонилась вплотную. И из-за этого начались греться сильно очень бревна. Забросал песком в печь, чтобы она быстрее остыла. Там угли только большие горячие были. Сейчас потухнет, мы ее разберем и вытащим. Дождь на улице то идет, то снова прекращается. Ну а мы с Колей сейчас занимаемся тем, что расчищаем крышу от песка для того, чтобы в дальнейшем нам было удобнее распилить крышу, эти жерди. Одну сторону крыши распилили. Теперь другая сторона еще на подходе. Идет как по маслу. Ломать не строить, как говорится. Вот и подошла история землянки под Золотым Кленом к концу. Такой вот у нас здесь бардак. Нам еще предстоит это все убрать, собрать, унести с собой. Нужно, наверное, подвести какой-то итог всей этой истории. Ну, каждый для себя, наверное, сам выводы сделает. У меня мысли такие, что такие вот строения в лесу, землянки, домики, это все-таки место такое интимное. И как можно меньше людей должны посещать это строение, которое построил хозяин.
Потому что если посещает это строение много, то независимо от того, какие у людей отношения, все равно рано или поздно возникают какие-то разногласия, недомолвки. Поэтому я думаю, что строить должен человек один или совсем уж с близкими, надежными людьми. Тогда и не будет вот каких-то конфликтных ситуаций, не будут приходить посторонние люди, не будет лишнего мусора. И тогда не придется разбирать то строение, в которое вложил душу. Но это будет для меня, наверное, и для тебя, Коль, тоже уроком. Ровно полгода просуществовала наша землянка. Ну, мы и предполагать не могли, что так скоро закончится эта история. Но повторимся, что у нас не было другого выбора, нам его просто не оставили. Из землянки уже сделали проходной двор, но вы сами видите, сколько мусора здесь каждый раз приходится выгребать. Ну, собственно говоря, определенный опыт мы получили. Будем двигаться дальше. А землянку будем вспоминать с чувством теплоты и ностальгии всегда. Да, тем более у нас много видео, теперь много воспоминаний с ней связанных. Ладно, будем сейчас собираться и отправляться домой в путь. Спасибо, что посмотрели это наше видео. Последнее видео из землянки под Кленом. Впереди, я думаю, будет и дальше много интересных видео с походов, а может быть и не только. Посмотрим, как все дальше обернется. Всем удачи, всем пока. Кстати, уважаемые зрители, предложите ваши варианты названия землянки. Очень любопытно будет узнать ваше мнение.